Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу об оккультном ритуале под видом конкурса украшения могил в Новосибирске. 14 мая 2022 года в Новосибирске прошел довольно странный конкурс. Его участники соревновались в навыках дизайна мест захоронения. 3 команды из разных городов должны были за 1 час украсить могилу с помощью плиток, живых и искусственных цветов и многого другого. Организаторы мероприятия утверждают, что цели его исключительно благие. По их мнению, подобные конкурсы способствуют формированию культуры ухода за местами захоронения и помогают людям избавиться от чувства скорби. На деле же все это не что иное, как игры со смертью, последствия которых могут быть самыми печальными. Впервые подобного рода конкурс прошел в Новосибирске ровно год назад. 14 мая 2021 года в Каменском парке, рядом с похоронным домом «Некрополь», состоялось соревнование под названием «Могильный беспредел». В чемпионате приняли участие 8 команд по 4 человека из разных городов Сибири. Суть турнира заключалась в том, чтобы как можно быстрее выкопать могилу аккуратно и по заданным параметрам. В качестве измерительного прибора использовался гроб. Участников жуткого турнира, который впервые прошел в России, активно поддерживали зрители. Парни и девушки, болеющие за команду под названием «Черная роза», громко скандировали символичную кричалку. «Черная роза лучше всех! Нашу розу ждет успех! Черная роза закопает всех!» Крики группы поддержки перекрывала музыка. Седовласый диджей развлекал публику совсем не траурным диско. На поляне, несмотря на мрачный антураж, царила праздничная атмосфера. Когда все участники закончили, жюри принялось оценивать проделанную работу. В каждую могилу опускали гроб, проверяли, насколько свободно он туда входит, замеряли яму, оценивали ее внешний вид. Победу одержала команда из Омска. Они выкопали яму в соответствии с заявленным требованием за 38 минут. Новосибирцы заняли 2-е место, они потратили 40 минут, а бронзу забрала команда из Кемерово. Всем участникам достались сертификаты и дипломы, победителям вручили еще и денежный приз. Следующим этапом турнира был так называемый конкурс флористики. Женщины на скорость собирали композиции из искусственных цветов, венки для могилок и корзинки. Заключительным конкурсом соревнования стало дефиле с гробом. Под соответствующую музыку на импровизированную сцену вышли похоронные бригады. На этот раз жюри оценивало их мастерство нести гроб, опускать его в яму и формировать могильный холм. По завершении мероприятия конкурсная площадка стала похожа на свежее кладбище. Гости, участники и зрители с удовольствием делали селфи на фоне всего этого. По словам организаторов конкурса, турнир проводится для того, чтобы повысить уровень исполнения работ, поднять престиж профессии работника ритуальных услуг и привлечь к ней внимание молодого поколения. Одним из ответственных за данное мероприятие является тонатопрактик из Новосибирска Дмитрий Евсиков, который занимается похоронным бизнесом уже более 30 лет. Конкурс он прокомментировал следующим образом. «Мы не устраиваем игры со смертью. Все происходящее здесь – часть работы людей из этой сферы услуг. Профессиональные встречи имеют важное значение для развития и дальнейшего роста предприятий. За границей такие соревнования проводятся давно, и мы рады, что нам удалось провести такое мероприятие и в России». По факту же так называемый конкурс представляет собой форму оккультного обряда. Скоростное копание могил в разгар пандемии как минимум было настоящим кощунством. Кроме того, подобные действия притягивают в нашу реальность соответствующие негативные события. Навык быстро копать могилы указывал на то, что в ближайшее время он пригодится. То есть в мире будет очень много смертей. И именно это и происходит сейчас, когда на Украине массово гибнут люди. За границей подобные мероприятия действительно дело не новое. В Европе в копании могил ежегодно соревнуются ритуальщики из Словакии, Польши и Венгрии. Однако это далеко не самая лучшая традиция, которую стоило бы переносить в нашу страну. В этом году организаторы несколько сменили формат конкурса. Тем не менее, он не стал менее жутким и символичным. На этот раз участники занимались дизайном могил. В турнире приняли участие команды из Омска, Новосибирска и Севастополя. Победила, как и год назад, команда Амичей. Участникам подарили 20 тысяч рублей. На этот раз организаторы конкурса вновь не усмотрели в нем ничего плохого. Создатель первого обучающего проекта для мемориальных консультантов Ирина Долженко
являющаяся одним из членов жюри, сказала о мероприятии следующее. «У нас конкурс нацелен на то, чтобы сместить в первую очередь фокус нашего потребителя на иное восприятие места захоронения. Чтобы, приходя на кладбище, люди были не в состоянии скорби, а в состоянии лучших воспоминаний о близком человеке. У ребят стоит задача при минимальных материалах, потому что не все могут позволить что-то очень дорогое, сделать что-то необычное. Сами участники конкурса в полном восторге от него. Они искренне считают, что подобные мероприятия должны стать частью культуры нашей страны и проводиться на регулярной основе. Вот что говорит о турнире командир команды из Севастополя Татьяна Федотова. Впечатления потрясающие. Такие конкурсы – это правильно. Нужно показывать людям, что захоронение нужно благоустраивать. Мы специализируемся на благоустройстве. Мы помогаем также в поиске захоронений, покраске. Люди в связи с возрастом, например, не могут убрать место захоронения, и мы им помогаем. Сейчас это очень популярно. Правильно, что организаторы дали конкурс на всеобщее видение. В том, чтобы ухаживать за местами захоронения близких и чтить их память, действительно нет ничего плохого. Однако подобные мероприятия совершенно не имеют к этому отношения. Уход из жизни близкого человека – это всегда горе и невосполнимая утрата. Подобные конкурсы обесценивают чувства людей и саму жизнь, превращая погребение в праздник. Все это выглядит дико и кощунственно и полностью противоречит культуре нашей страны. Сама по себе идея устраивать конкурсы, связанные с кладбищенской тематикой, граничит с оккультизмом. Закапывание пустых гробов и создание могил в парковых зонах является своеобразным программированием на смерть и негатив. Особенно жутко все это смотрится на фоне происходящих в мире событий. Что интересно, в феврале 2022 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил против могильного конкурса. Он посчитал такое мероприятие некультурным и попросил больше не проводить его на территории Новосибирска. Однако спустя всего пару месяцев оно все-таки состоялось. Несмотря на официальное неодобрение соревнования, очевидно, что его организаторы получили на него разрешение. В противном случае на людей, возводящих могилы на территории парка, сразу же бы обратила внимание полиция. Все это говорит о том, что на самом деле подобные мероприятия поддерживаются на уровне власти. Таким образом, второй год подряд в Новосибирске под видом конкурса проводится оккультный ритуал, целью которого является программирование на смерть. Его участники открыто потешаются над традициями нашей страны и пренебрегают уважением к людям, ушедшим из жизни, и их родственникам. Обряд похорон превращается в шоу и праздник, что граничит с откровенным сатанизмом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.